Кафка — удивительный и загадочный персонаж Honkai Star Rail. Она является членом охотников за стелларонами и заместителем Элия, лидера организации. Способностью шепот духа она может гипнотически воздействовать на людей с помощью своей речи. В игре она относится к пути небытия и обладает электрическим элементом. Кафка профессионально и быстро выполняет свои обязанности в организации, при этом она всегда спокойна и собрана в любой ситуации. Ее характер работы был таков, что она редко видела одного и того же человека дважды. Важным персонажем в жизни Кафки является Элия, и она делает все возможное, чтобы воплотить в жизнь его предвидение о будущем. Кафка имеет необычное хобби — коллекционирование и раскладывание пальто, а ее фетиш — прослушивание звуков кричащих людей, записанных на пластинках фонографа. Эти особенности делают ее еще более загадочной и уникальной. Мы надеемся, что этот видеогайд поможет вам лучше понять и овладеть игровым стилем и стратегией игры за Кафку. Кафка, охотница за стелларонами, специализируется на нанесении периодического урона с помощью статуса «Шок», который накладывается ее талантом, техникой и сверхспособностью. Она также обладает способностью моментально активировать другие эффекты урона по времени, что делает ее очень востребованной в командах, сфокусированных на этой механике. Активные навыки Кафки. Техника прощения не связана с милосердием. Наносит электрический урон всем врагам в отмеченной зоне. В начале боя наносит электрический урон врагам, равный 50% от силы атаки, и накладывает статус «Шок» на 2 хода. Этот навык имеет высокий шанс наложения статуса «Шок» и является отличным способом нанесения ИОИ по площади урона. Базовая атака «Полуночный шум». Наносит электрический урон выбранной цели. Урон составляет 50-130% от силы атаки Кафки. Базовая атака служит для нанесения урона одной цели и восстановления скиллпоинтов. Навык «Ласковый лунный свет». Наносит электрический урон выбранному противнику и соседним целям. Урон составляет 80-200% от силы атаки для целей и 30-75% от силы атаки для соседних целей. Если противник уже получает периодический урон, навык моментально наносит дополнительный урон, равный 60, 82 и 5% от суммарного урона по времени. Сверхспособность «Сумеречная трель». Наносит электрический урон всем врагам и накладывает на них статус «Шок» на 2 хода. Урон составляет 48-96% от силы атаки Кафки. Противники под статусом «Шок» получают периодический электрический урон в начале каждого хода. Пассивные навыки Кафки. Талант «Жестокая нежность». После базовой атаки союзника Кафка совершает бонус-атаку. Бонус-атака наносит электрический урон пораженному противнику и имеет шанс наложения статуса «Шок» на 2 хода. Рекомендуемый порядок прокачки умений. В первую очередь. Сверхспособность «Сумеречная трель» — эта способность играет важную роль в нанесении урона и накладывании статуса «Шок» на врагов, поэтому рекомендуется прокачивать ее в первую очередь. Следующим будет навык «Ласковый лунный свет». Этот навык позволяет наносить дополнительный урон при наличии статуса «Шок» или других дот-статусов, поэтому следующим шагом рекомендуется его прокачка. После. Талант «Жестокая нежность» — этот талант усиливает бонус-атаку Кафки и может быть прокачан после сверхспособности и навыка. И в конце. Базовая атака. Прокачка базовой атаки не является первоочередной задачей, так как ее главная роль — в восстановлении скиллпоинтов. Учитывайте, что это лишь рекомендации, и вы можете адаптировать порядок прокачки умений в соответствии со своим стилем игры и предпочтениями. Лучший световой конус для Кафки в Honkai Star Rail могут быть выбраны в зависимости от вашего игрового стиля и предпочтений. Просто надо подождать, увеличивает весь наносимый урон без условий и повышает скорость за каждую совершенную атаку. Позволяет активнее накладывать и немедленно активировать весь урон от дот-статуса на противниках.
Дает возможность вешать дополнительный статус «Шок» на врагов. Во имя мира увеличивает весь наносимый урон при наличии негативных эффектов на противниках. Действует стабильно, так как Кафка способна поддерживать дот-эффекты практически непрерывно. Непрекращающийся дождь повышает периодический урон, вероятность пробить вражеское сопротивление эффектам и наложить статус «Шок». Баффы действуют без условий и ограничений по времени. Спокойной ночи и мирного сна повышает весь наносимый урон при наличии негативных эффектов на врагах. Может накапливаться до 3 раз, обеспечивая значительный бафф. Кафка часто накладывает статус «Шок», что обеспечивает непрерывные стаки бонуса. Фермата позволяет Кафке повысить эффект пробития и увеличивает урон по врагам под статусами выветривания и шок. Бонусы работают постоянно, особенно в комбинации с персонажем Сампа. Перед началом тренировочной миссии увеличивает шанс попадания эффектов, что позволяет сконцентрироваться на других характеристиках, таких как сила атаки и скорость. Урон будет повышен, если Кафка атакует врагов с пониженной защитой. «Мы еще встретимся» позволяет наносить дополнительный урон после использования навыка или обычной атаки. Может быть полезен, если варианты выше недоступны, но не рекомендуется специально выбирать данный конус для Кафки. Решимость блестит подобно жемчужинам пота, накладывает на врага статус, понижающий его защиту, что позволяет Кафке и другим союзникам нанести больше урона по ослабленной цели. Для его активации необходимо использовать ультимейт во время анимации удара. При выборе светового конуса учтите ваш стиль игры, особенности команды и предпочтения. Рассмотрите комбинации с другими персонажами в команде и подумайте, какой конус лучше всего подойдет для оптимальной ротации и увеличения DPS Кафки. Вот некоторые из лучших реликвий для Кафки в игре Honkai Star Rail. Бенд Испепеляющего Грома. Этот набор реликвий является лучшим выбором для Кафки, поскольку он позволяет ей поддерживать баф 4 частей почти постоянно. Это особенно полезно, так как героине важно использовать свои способности как можно чаще. Старайтесь активировать сверхспособность сразу после использования навыка, чтобы извлечь максимум урона от пассивки этого набора. Стрелок дикой пшеницы. Этот комплект является альтернативным выбором и отлично подойдет Кафке благодаря повышению силы атаки и скорости. Рекомендуется использовать этот набор до тех пор, пока не будет получен полный набор Бенд Испепеляющего Грома или пока не будет найден более подходящий комплект. Вор Падающего Метеора. Этот комплект является ситуативным, но работает хорошо, если среди врагов есть те, кто имеет слабость к электрической стихии. С этим комплектом Кафка сможет наносить еще больше периодического урона после пробития уязвимости врага. Он также становится более актуальным при наличии в команде персонажа Серебряный Волк. В отношении планарных украшений. Запечатывающая космос-станция — это лучший выбор среди планарных украшений для Кафки, поскольку повышает ее силу атаки до 24%, что усиливает урон от ее способностей. Обратите внимание, что для активации этого украшения вам необходимо иметь не менее 120 единиц скорости, которую можно достичь с помощью других реликвий или экипировки с параметром «скорость» на ногах. Пангалактическое коммерческое предприятие. Этот набор реликвий полезен, особенно если у вас не получается собрать достаточное количество эффектов с показателем наложения статуса на врагов. Он также увеличивает силу атаки Кафки. Замершие Салсотта. Хотя Кафке не особо нужны критические удары для периодического урона, критический шанс все равно играет роль при нанесении моментального урона. При наличии 50% критического шанса повышается урон от сверхспособности и бонус атаки, что приносит дополнительную выгоду от использования этого набора. Учтите, что выбор реликвий может зависеть от вашего стиля игры, командного состава и доступных вам ресурсов. Рассмотрите все возможности и экспериментируйте, чтобы найти оптимальный набор реликвий для вашей Кафки. Вот некоторые из лучших команд, которые можно собрать вместе с Кафкой. 1. Кафка, Лука, Сампа, Лоча или Байлу или Наташа. Эта команда сосредоточена на использовании статусов шок, кровотечение и выветривание.
Кафка является основным наносящим урон персонажем, Лука и Сампа накладывают дополнительные дот-эффекты, которые моментально активируются при использовании навыка Кафки. Лоча, Байлу или Наташа могут занять последнюю позицию в качестве поддержки с возможностью исцеления. 2. Кафка, Сервал, Лука, персонаж пути сохранения. Эта команда полностью полагается на периодический урон. Кафка является основным наносящим урон персонажем, а Сервал и Лука накладывают дополнительные дот-эффекты на врагов. Кафка может активировать эти эффекты с помощью своего навыка или следа, что позволяет наносить значительное количество урона. На последний слот можно добавить персонажа из пути сохранения, который предоставляет поддержку в виде исцеления или защитных способностей. 3. Кафка, Сервал, Лука или Сампа, Клара, Март 7. Эта группа также основывается на периодическом уроне и бонус-атаках. Вместе с Кафкой можно добавить Сервал, Луку или Сампа, чтобы накладывать дополнительные дот-эффекты. Март 7 способна накладывать щиты на команду и замораживать врагов, а Клара выступает в роли танка и контратакует. Помните, что для срабатывания бонус-атаки Кафки нужно ударить противника базовой атакой любым союзником. Это лишь некоторые варианты команд с Кафкой, и в зависимости от вашего игрового стиля и предпочтений вы можете адаптировать состав команды под себя. Вот несколько советов по игре за Кафку в Honkai Star Rail. 1. Начните с использования техники «Прощение не связано с милосердием», чтобы нанести врагам элементальный урон и наложить на них статус шок с базовым шансом 100%. Если враги имеют слабость к электричеству, это будет особенно эффективно. 2. Обратите внимание на текущее ослабление противников перед ходом Кафки. Если на врагах есть хотя бы 2 эффекта с периодическим уроном, используйте навык «Ласковый лунный свет», чтобы нанести моментальный урон от взрыва наложенных дот-статусов. 3. Если у врага остался только один эффект с периодическим уроном перед ходом Кафки, вы можете использовать базовую атаку и восстановить очки навыков, пропустив ход. 4. Чередуйте использование умения и базовой атаки, чтобы накапливать энергию для активации сверхспособности «Сумеречная трель». Это позволит нанести электрический урон по всем врагам и повесить на них статус шок. Если у вас открыт след «Пытка», активация ультимейта сразу нанесет урон от всех наложенных эффектов периодического урона. Помните, что сила Кафки зависит от наличия на врагах дот-эффектов, поэтому старайтесь максимизировать количество этих эффектов перед активацией ее способностей. Используйте команду, которая может создавать и поддерживать эти эффекты, чтобы максимально использовать потенциал Кафки в бою.